Здравствуйте. За окнами резвится ветерок. Но уже не тот шквалистый, который был вчера во время грозы. Хотя прекратилась она только где-то под утро, перед рассветом. Но ветер бесновался всю ночь. Сейчас уже потише стало. Понька на улице сегодня не задержался. Выскочил ненадолго, пришел весь мокрый. Я про тебя. И вновь уткнулся носом в хвостик. Слушай, я на тебя смотрю, мне даже на улицу выходить не хочется. Такой уютный клубочек, комочек, тепленький. Как же тяжело было сегодня вставать, ей-богу. Если бы он меня не растолкал, попросившись гулять, ей-богу, я повалялась гораздо дольше. Ну, а через полчаса прибудет автолавка, и надо выходить на улицу. На крылечке я уже побывала, и то, что я увидела, меня не особенно порадовало. Смочила землю даже под липами. Хороший дождь прошел. Ветер перемен продолжается. Ну, может быть, одно из счастливых будет появление в лесу грибов. Нам срочно уже не терпится за ними прогуляться. А может, еще что хорошего принесет. Ну что, весенок, пойдем посмотрим, что за ночь приключилось и что у нас на участке произошло. Ну, полагаю, что ничего хорошего, потому что ветрюга действительно был сногсшибательный. Шла на улицу и обнаружила Весю с коровой. Ну и зачем ты ее утащила? Это кнопки игрушек принесли. Ну, в комнате играть, а не на мокрой земле валяться. Симпатяга буренка. Вот она, холмогорская порода. Та самая расцветка, которую повторяет наш Бонечка. А вокруг расползались улитки. Ну, вчера был вечер лягушек, сегодня все немножко по-другому. Надо будет попросить Ирочку взять ведерко, собрать этих красавиц и, по моему примеру, поселить их куда подальше, к скотным. Хороши, всем хороши. Симпатяги, но прожорливые. Всем надо есть. Но когда поедают твои любимые цветы, это совершенно нехорошо. А потому затеем вновь великое переселение этих милашек. А ветром положила цветы. Наклонилась валерьяна. Левкой уже пора обрезать. Да, высокие растения вчерашнего натиска непогоды не выдержали. Так, а вот эту игрушечку можно. Обезьяний кулак? Ну на. Нет, никакого энтузиазма. Ладно, придет кнопка «Произвитие». Ну, если придет. Уж не знаю, выпустить ли ее на улицу в такую погоду. Так, и что еще нас ожидает? Полностью развалился мощный куст лихниса, который меня так радовал своим ярким красным цветом. Поломал лепестки на лилии. Так, наклонился дельфиниум. Веська взялась за игрушку. Ну что ж, утро начинается с зарядки. Порезвись. А мне, чувствую, резвиться сегодня придется с растениями достаточно долго. Ну вот. Наклонилась рослая валерьяна, последний печальный цветок лилии. Сегодня его уже не станет. Но любопытно, что же там с ручьем. Хотя я не думаю, что мне туда удастся пробраться без проблем, потому что и тут белые цветы наклонились. Так, откуда-то прилетела громадная ветвь дикого винограда. И как ее сюда, простите, занесло? Ну, скорее всего, с березы, которая у меня завита этими лианами. Так, пройдемте. Ох, как же огурчики-то плело. Ничего там моим вчерашним страданием с лейкой. Ладно, интересно, что с ручьем. Насколько прибавилось воды и что же там творится. Так, и тут лесоповал. О, придется потрудиться. Колокольчик наклонился. Такие у нас и растут около дороги к трассе. И я в свое время подобное притащила. Что ж, обнаружился. А водичка помутнела. Ручеек не слышно. Ну что ж, значит, воды не особо прибыло. Так, и тут бог знает что. Непонятно. Такое, в принципе,
местечко в низине. Как сюда мог проникнуть вот такой шквал ветра, который положил растение около самого ручья. Ну, и здесь валяется валерьяна, несчастное растение. Ему достается в первую очередь. Рыбы не видать. Испугалась непогоды, ушла на дно. Да, погодка пасмурная, если бы глянуло солнышко, было бы куда веселее. Но все-таки дождь прошел, и это просто славно. Я за Савиной дол для того, чтобы набрать немного цветов для вазы на улице. Но видите, начался приход. Разбегалась, разрезвилась, разыгралась. У Карьки нет ни малейшего желания составить ей компанию, равно как и у Родиона, который нас, как всегда, сопровождает. Да, отцветает иван-чай, вот-вот распустится пижма, осталась буквица, куча всяких разных цветов. Но слишком сыро для того, чтобы заготавливать их для своего чая. Ничего, при таком ветерочке достаточно скоро все просохнет. Вот и голубое небо появилось, сразу поднялось настроение. Ну вот, закончились игрища. Все, напрыгалась, наскакалась. Пойдем домой. Скоро автолавка приедет, соседи соберутся. И вроде Роська сегодня решил продрать глаза пораньше. Опять мы с ним вчера вечером зачитались, засиделись. Потом прописями с математическими исчислениями на сложение занялись. Да, вечерок, хоть и дождливый, продолжался достаточно насыщенно до того момента, пока не отключили электричество. Вот уж тогда мы разбрелись по комнатам и завалились спать. Ради которой нравится Роське. А нет сегодня костей? Нет. И не надо меня за это бить лапами. Ну что, сделаем то, что не успели вчера из-за плохой погоды. Ну что ты ко мне целоваться лезешь? Смотри-ка, солнышко. Первый раз за этот день вижу. Мы вчера собирались за камушками, которые намочило дождем. Сейчас их здорово собирать. И договорились, что каждый собирает по 15 камней, а потом смотрим, у кого что круче. А в капюшоне ты меньше увидишь. У тебя боковое зрение так отсутствует. А я вот уже нашел. А ты мне не показывай. Это страшная тайна. В общем, идем, собираем, потом смотрим, у кого интереснее. Вернулись с деревенской дороги, продуваемой всеми ветрами. А ветер не утихает, и солнце появляется достаточно редко, изрядно продрогшими, но с богатой добычей. Ну, вот это Ростин пакетик, вот это мой, а тут внеплановый камень. Я его прихватила специально для клумб, уж больно дырявый. Понравился. Но погодка не способствует тому, чтобы все это промывать зубной щеткой в холодной воде. Действительно, слегка окоченели, а потому решили повременить. Ну что ж, уже интрижка. Посмотрим, что у кого в пакетике окажется и кто выиграет по красоте и редкости каменьев. Ну, а пока Роська отправилась отогреваться в свою комнату, а я хочу все-таки заняться цветами. Обдуло дождинки, и можно спокойненько попытаться залезть в клумбы. Да, тут работы предостаточно. Машка с ребятами отправились в Вязьму по делам, а я возвращаюсь домой продолжать с цветочками. Ох, Хонюшки, как-то сегодняшняя поездка сложится. Ну ладно, поживем, увидим. А ветерок перемен нагоняет тучи, вдалеке безоблачное небо. И что-то он еще нам сегодня принесет. Роська расположился в комнате с каким-то очередным рукоделием. Мне пора точить стамески, а Бонифацию, судя по всему, гулять. Ну что, пойдешь прохлаждаться? Давай, сейчас опять весь мокрый появишься. Чудо маленькое. Ну, с лягушками-то сейчас позабавляться точно удачно удастся. Кого-кого, а их скачет по дорожкам немерено. Что, раздумал? Да, сыренько, мокренько. Решил все-таки в избушку вернуться? Смотри, не возбраняется. Пойдешь? Ну, думай. Ветер все еще не затихает. Иногда налетают порывистые шквалы, склоняются кроны. И хорошо, что я успела подвязать цветы. Надеюсь, что второй раз их так не разбередит, как вчера после сильного дождя и такого же ветерка, шумного, играющего ветвями.
И иногда развивающими тучи для того, чтобы могло ненадолго выглянуть солнце. Самое время забраться в мастерскую и последовать примеру Роськи. Заняться творчеством. Ну вот, из шувеля, которым я занялась накануне, уже что-то стало оформляться. Как всегда, непонятно, что в самом начале, интересно, что выйдет в результате. Но для этого надо некоторое время потрудиться. Так, а Веська тут как тут залегла на свое сторожевое место. Карька предпочитает валяться на камушках, даром что не влажные. Ладно, приступаем под аудиокнигу, которая мне так нравится. Надо пойти зарядку взять. Ух, воткнуть ее в розетку и заняться. Заняться вплотную. Взялась за работу, просидела совсем недолго. И тут раздался звонок из Вязьмы. Пусть вас не смущает, почему я таким образом переживала сегодня за эту поездку. Ребята часто бывают в городе. В отличие от меня, мне там не нравится. Никуда не хочется отсюда уезжать. Но это был звонок от Машки. И теперь я смогу спокойно рассказать с чистой совестью о том, что тяготило и применяло меня на протяжении последних недель и более года. Дамы и господа, теперь соседний участок, вот этот самый пустырь, где крапива выше меня роста, покосившаяся, уезжающая под откос баня, раздолбанные снегом теплицы и вон тот дом, они наши. Теперь там будут жить Генка, Машка и Роська. Все свершилось. Господи, как же у меня от души-то отлегло. Я боялась во всем этом рассказывать по той простой причине. Ну, знаете, есть выражение «не сглазь» или «делить шкуру неубитого медведя». Как же я переживала. И вот теперь я с чистой совестью могу рассказать о том, что будет дальше. Потому что появилась какая-то определенность жизни. Ну а кроме того, новые цели, новые мероприятия, новые события. И вторая середина нынешнего лета не будет скучной ни для кого из нашей семьи. Все. Сделка состоялась. Ребята скоро прибудут и привезут с собой пиццу. Мы говорили, что если все состоится удачно, непременно устроим маленькую вечеринку и попробуем вкуснятинки. Но как еще отметьте. Да, сбылась мечта идиотки. Ей-богу, мне это все надо пережить, переварить, а потом рассказывать уже дальше и подробно, и показывать, каким образом будет восстановлен этот участок, ставший теперь снова нашим. Все идет в жизни по спирали. Все возвращается на круги своя. Откуда реки текут, туда реки возвращаются. Чтобы течь вновь. Нет, небольшая пауза. Мне это все надо обдумать, переживать, сосредоточиться. Ну, а работа в мастерской для подобного – это самый оптимальный вариант. Как бы то ни было. Свершилось. Недаром я с утра букетик набрала. Теперь можно считать, что это мой подарок себе после того мероприятия, которое сегодня состоялось. Ну вот, провела некоторое время с долбежкой. Более-менее сумбурные мысли улеглись в голове. И сейчас я уже более-менее определилась, каким образом рассказать про то, что, собственно, предшествовало сегодняшнему дню. Ну, мою избушку родители купили. Ну, как родители, отчим и мама. Ну, в принципе, у нас всегда были неплохие отношения с Олегом Ивановичем. Купили в 1983 году, когда я парилась в знойных степях Казахстана, зарабатывая на свои студенческие нужды. Их каким-то образом занесло за 200 километров от Москвы, как от меня, в то лето от Целинограда, в знойные степи, где мы занимались капитальным ремонтом арочников. И вернувшись осенью в Москву, я узнала, что у нас появился дом. Но он тогда был совершенно другим. Сейчас я рассказывать об этом не хочу, долгая тема. Ну, тут были сени вместо веранды.
О, громадный скотный двор на месте гостевого домика, который возник сейчас. Это мы уже потом все сами делали. Но, как бы то ни было, у нас появился загородный дом, который мне, честно говоря, тогда совершенно не манил и не прельщал. Но так случилось, что я прикипела душой и решила, в конце концов, перебираться сюда из Москвы, потому что поняла, что это место для меня самое приятное и дорогое на свете. Мне дико понравилось. Для этого, конечно, потребовалось какое-то время. Но через ряд пронесшихся лет у отчима возникла возможность приобрести бревна, накопились деньги для стройматериалов, и он воздвиг, конечно, не сам, а при помощи рабочих, другой дом, новый, достаточно интересной конструкции. Обсуждалось с архитектором, что он будет себе представлять. Этот дом в деревне стали называть скворечником, потому что скаты его крыши действительно напоминают нечто подобное. А родители перебрались сюда, но затем отчима не стало в 2005 году. У мамы в 2014 пошатнулось здоровье очень здорово, и дома были переписаны на меня, старая изба, и вот этот относительно новый на мою младшую сестру, с которой, наверное, разница 17 лет, Анастасию. К сожалению, случилось так, что ее семья претерпела некоторые финансовые трудности, и дом пришлось продать. Продать за 500 тысяч рублей. Настя, конечно, не хотела его отдавать чужим людям, предлагала нам каким-то образом его купить. Но деньги были позарез нужны, и те 450, которые с нас могли быть востребованы, к сожалению, ни у кого не нашлись. Ни в складчину, ни просто так, потому что действительно времена были непростые. И дом продали в совершенно чужой семье, которая здесь и поселилась. Ну, вот этот кусок металлического забора воздвигнут уже ими. Не люблю такие заборы, они мне дико не нравятся. Ну, как бы то ни было, разрушать уже не придется. Надо будет как-то благоустраивать все это дело, маскировать его кустарником, но об этом позже. Так вот, знаете, как говорят, о мертвых или все, или ничего. Есть такая интерпретация только хорошая, но это неверно. На самом деле или ничего. И говорить я про тех людей, которые здесь поселились, не хочу, потому что никаких положительных эмоций мне это не доставляет. Лучше уж умолчать. Как бы то ни было, дом был поставлен на продажу, но в течение 3 лет, пока он стоял на Авито, не было никаких поползновений откликнуться на наши призывы хоть чем-то заняться. И вот Машка совсем недавно, где-то недели 2 назад, созвонилась наконец-то с его обладательницей, поскольку хозяина не стало, и закрутилась, завертелась, понеслось, хотя до сих пор непонятно, было непонятно, что произойдет в дальнейшем. Вот только сегодня, наконец-то, все документы были оформлены. Там тоже возникли трудности из-за ошибки напечатания гербовых бумаг. И вот сегодня этот дом нами вновь обретен. Я еще не бывала внутри. Машка туда заходила в субботу, когда приезжала его хозяйка. Побывала вот в этом самом сарае. Надеюсь, что он еще под снос не пойдет. А мне удалось пробраться на участок, но, правда, не через калитку, а через дыру в заборе. Он там на углу. С тем, чтобы хотя бы тропинку к дому прокосить. Ну, эта форточка действительно 3 года не закрывалась. Труба разваливается. Ну, в общем, сейчас я прокручу те видео, которые сняла в воскресенье, когда утром я решила немножко здесь покосить. И вы, вероятно, поймете, что же на самом деле нам предстоит. А предстоит многое. И даже вот здесь, по законодательству, 3 метра около забора надо выкашивать. И это тоже в ближайшем будущем моя задача. Ну, сейчас покажу, что там за забором творится. Ну, вот оно, начало веся. Если во вторник все состоится, и этот дом действительно будет принадлежать ребятам,
диапазон для действий будет воистине широчайшим. На этом участке 3 года не косили, масса сухой травы. Разломалась яблоня. Сейчас я дальше не хочу проходить, чтобы траву не топтать. Калитку открыть нереально, пришлось лишь через дыру в заборе, о которой не удосужились позаботиться бывшие хозяева. И теперь начинается покос. Гигантский дягель, заросли спиреи, растения на крыше, покосившиеся антенны, черти, как проведенная проводка. Господи, сколько же мне всего предстоит. Машке возиться в доме, полностью захламленном. Ну, а на моей совести покос. Ну, как всегда. Сначала из травы надо убрать не только мелких животных, но и все ненужное. А ведь тут когда-то была парковка. Малина. Малину я литовкой не скошу, только испорчу. А потому ее придется просто-напросто выкапывать. Ну что ж, протоптали накануне дорожку к крыльцу, продираясь через густую траву. И теперь мне надо сделать это все нечто более цивилизованным. Да, судя по всему, дудник, выросший в прошлом году, достигал гигантских размеров. Ну, собственно, как и тот, который сейчас произрастает. Форточка не закрывалась на протяжении 3 лет. Ох, что там в избе, не знаю. Но по-любому надо с чего-то начинать. Начала. Пропотела, как загнанная лошадь. Нет, кусторезом, хотя он у меня, в принципе, и есть, кашу я обычной леской своей бензокосой, я бы тут действовать не стала. Опасно. Где-то здесь бетонные плиты, которые отчим клал. Ох, неизвестно, что торчит из земли. Ну вот, пришлось поднимать какую-то пародию на водосток. Кругом улитки. Опять же, малина это самое. По-любому ее надо выкапывать, а не срезать. Опять полезет. Ну, к чему тут этот куст? Стараюсь брать повыше и работать не очень сильными движениями. Потому как чревато. Чревато для косы. Потому что торчит проволока, которая, видимо, играла когда-то роль громоотвода. Кое-где попадаются палки, какие-то железяки. Непонятно для чего сделанные фонарики. Ну, вот на такую штуку косой наехать и считай, что ее уже не стало. Я представляю, сколько же хлама скрывается за всей этой травой. Ну, вот это сарай. Тоже, вероятно, подлежащий ремонту. Еще один кол. Ай, сгнивший. Так, пока сюда. Но главное начало положено. Как же яблоню жалко. Великолепное было деревце. Спартан разломила ее на 3 части, даже на 4. И тем не менее, она жива. Однако придется пилить. Досадно, конечно, жалко дерево. Ну, что поделаешь. А тут весело покрашенная скамеечка, которую соорудил бывший хозяин дома. В таких же тонах крылечко. Вот ведь фантазия это была у людей. Хотя, почему я говорю бывшие хозяева? Дом-то еще не куплен. Просто нам оставили ключи с тем, чтобы можно было что-то предпринять. Ну уж не знаю, не знаю. Пожалуй, сегодня добьюсь до крыльца, выкашу вот эту площадочку. Засыхающей каприфоли в углу. Как же ее мама любила, сама сажала. Да и вот эту у крыльца. Ох, цветущий был участок, огород, деревья, часть из них засохла. И что там ждет дальше, еще неведомо. Ну, впрочем, тут и интересно. Поднятая целина называется этот проект. Но пока она еще слегка приподнятая и постоит посокращаться, пока солнце не станет палить немилосердно. Добралась до яблони. Не хотелось бы потом пытаться каким-то образом подковырнуть затоптанную траву. А пилить все это придется. И пока этого не произойдет, дальше просто не пробраться. Где-то там был колодец. А вон там у нас и раньше находился дровник. Уж не знаю, какое мы нашли применение, но по-любому сейчас это больше напоминает пещеру. Хороший был бы шалашик для Роськи, но, увы, не доведется. Все-таки решила я немножко напрячься, какой оригинальный фонарь, и попытаться прорваться туда, где раньше в заборе находилась калитка. Ну вот, кое-как расчистила подход к сараю, тоже не знаю, что там внутри. Ну, увы, натолкнулась на огромную груду полусгнивших бревен.
О, крапивка. И все это надо как-то обходить, вон там прорываться. Да, в принципе, там и забора тоже нету. Ой-ой-ой. Нет, крапиву я сейчас не полезу. Лучше увеличить. Да, калитка была вот здесь. Хм. А за забором-то крапива какая. Всю эту траву придется выносить, равно как и часть ствола и ветви всех этих яблонек. Из одной стало несколько. И каким-то образом надо будет прорываться туда, где можно поднять уровень ручья, поскольку это органика, никому не повредит. Но вот это все куда девать? Кошмар. Какое-то убитое кресло. Это не наш, у нас такого не было. И представляю, сколько тут еще мусора может оказаться в траве. Тут явно когда-то было костровое место. Иногда попадались бутылки пластиковые, но это все не сейчас. Ох, ладно, на сегодня все. А там, как всегда, видно будет. Ну, полагаю, теперь понятно, с какими трудностями нам предстоит столкнуться. Машка будет заниматься убранством внутренних помещений, а мне предстоит работать на участке. Я готова этим заняться с большим энтузиазмом, потому что мне действительно хочется все привести в порядок. И, честно говоря, я ужасно рада. Рада, что все это произошло. Ох, действительно, до сих пор не верится. Ладно, будем пробовать, пытаться. Я вдохновилась. И меня не пугают никакие трудности. И я очень хочу поблагодарить всех людей, которые смотрели мои видео. Ну, монетизации, сами понимаете, сейчас нет, только за рубежом. Ну, что-то мне перепадает. Марии Слепак хочу передать огромную благодарность. Она постоянно меня финансово поддерживает. Всем тем, кто кидает мне донаты. Без вас бы все это не состоялось. Ну, понимаете, я все деньги, которые зарабатывала на своих видео, стримах, все доходы, которые получала от своих деревянных изделий, этих самых шедевров, над которым приходится проводить массу времени, ну вот и то, на чем я сейчас вожусь, тоже пойдет, естественно, в общий вклад. Так вот, кое-что удавалось откладывать с пенсии. По-любому все эти средства, все эти деньжата копились в течение года. Но не хватило. Естественно, Ника подбросила что-то, несмотря на свои финансовые трудности. У них сейчас с Тёмкой тоже стройка и масса перспектив. Машке пришлось брать кредит. Кстати, Генка еще не знает о том, что мы дом купили. Тут для нее будет сюрприз. Какой диапазон для действий. У ребят ведь сейчас до сих пор в Москве продолжается ремонт. Ох, заканчивается Роськина комната, впереди еще санузел. Все это требует массу средств. И потому пришлось Марии залезть в долги. Никогда в жизни не брала кредиты, не люблю я жизнь взаймы, никогда деньги стараюсь не занимать. Ну, и, честно говоря, не давать в долг. Ну, как-то не получается. Все время помню замечательную цитату: «Хочешь потерять друга, дай ему совет или взаймы». Вот ни того, ни другого я стараюсь не делать, но не выходит. Как бы то ни было, все долги мне удалось вовремя собрать. И благодаря стечению всех этих финансовых ручейков они превратились в поток, который сегодня сбил преграду между нашими участками. В ближайшее время между избушкой и новым домом, давайте звать его скворечником. Есть совиный дом, есть избушка, пускай будет еще и скворечник. Скоро появится новая калитка. Уж я-то этим займусь и сделаю ее очень тщательно и хорошо. Да, жизнь продолжается. Все получается. Ну, конечно, были трудности, но сейчас вот хожу по своему участку, представляю, что можно сделать из соседнего, теперь уже нашего. Ой, ребят, спасибо всем, кто мне помогал. Я так признательна. Ну, конечно, предстоят еще крупные вложения в освоение этой самой приподнятой целины, приподнятой буквально на одну тропинку. Но все впереди, все к лучшему. Ладно, я тут, понимаешь, переполняюсь эмоциями.
запудрила всем мозги. Отдохните от меня немножко. А я все-таки до сих пор не могу прийти в себя. Что будет дальше, узнаем. А пока всем здоровья и удачи. Еще раз большое спасибо всем моим зрителям. До свидания.